Здравствуйте, друзья! Земля посещается пришельцами. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Автор Павел Хайлов. Исследовательская деятельность пришельцев сопровождается посещением новых планет, их спутников и астероидов с целью научных наблюдений, а также сбора образцов из природной среды, выполнения приборных замеров и каких-либо экспериментов, часто недоступных нашему пониманию. Планета Земля, как и прочие планеты нашей Солнечной системы, регулярно посещаются пришельцами. Известно, что Землю не реже одного раза в год нелегально посещают не менее 70 цивилизаций из разных миров, стараясь оказывать минимальное влияние на людей и природу в целом. Отдельные цивилизации из числа главных кураторов постоянно несут на Земле дежурство, отслеживая опасные ситуации в горячих точках и проводя сплошной экологический мониторинг всей поверхности планеты. Понятно, что гуманоиды, ступающие по мягкому грунту, невольно выдают свое присутствие. Рядом с отпечатками опор космического корабля на почвенном покрове свидетели замечали вполне нормальные следы обуви пришельцев. Причем следы эти имели ясно отпечатанные рисунки протекторов, подобно протекторам на резиновых сапогах. Особенно заметны такие следы на пашне разбороненного поля, на песках пустыни и песчаных берегах рек, на огородах, на чистом снегу и так далее. Весьма удивляют наших уфологов следы обуви на снегу, которые возникают как бы из ниоткуда и снова возвращаются в никуда, не имеют подводящих путей. А после обрыва следов обычно находят кольцеобразный или сплошной круглый отпечаток зависшего на малой высоте летательного аппарата. Совершенно очевидно, что пришельцы по прибытию к нам разминали ноги после длительного полета. По способу высадки на планету десанта пришельцев можно сделать довольно определенный вывод об энергетическом их развитии, как развитии биоэнергетических способностей, так и развитии технического интеллекта. Малоразвитые и среднеразвитые цивилизации обыкновенно осуществляют посадку летательного аппарата непосредственно на поверхность планет. Космический аппарат опускается на выдвижные опоры, на выдвижной сердечник-стержень, открывается люк, входной проем, выпускается трап, и гуманоиды сходят по нему пешком, порой держась за поручни, что свидетельствует о незначительном энергетическом развитии прибывших гостей. Попадая в поле влияния гравитационных сил планеты, пришельцы не всегда чувствуют себя комфортно. Наблюдались легкие летящие шаги и тяжелая поступь пришельцев, связанные с заметными отличиями сил тяжести на Земле и у них на родной планете. Иногда наблюдается интересное явление. Грунт под ногами пришельца проминается, ноги погружаются в почву, и пришелец двигается подобно утомленному путнику, бредущему по болоту. То есть земной грунт оказался для их обуви слишком мягким. Кроме того, наблюдались гуманоиды, будто скользящие ступнями ног по поверхности Земли и не оставляющие никаких следов после себя, что удивительно с точки зрения человеческой логики и демонстрирует нам необычную легкость их тел или способность каким-то образом ослаблять притяжение Земли. Поэтому, чтобы сгладить возникающие различия в гравитации, пришельцы могут искусственно усилять или ослаблять земное притяжение в зоне посадки. Исследователи называют подобные зоны аномальными. Внутри этих зон ощущается сильная тяжесть в ногах, двигаться невероятно трудно, почти невозможно прыгать. Через длительный срок аномальная тяжесть рассеивается природными факторами. Иногда возникают ситуации, когда посадка летательного аппарата невозможна по ряду причин. Пеленгация службами ПВО. Но требуется индивидуальное перемещение гуманоида на место событий. Для таких задач применяют устройства, которые обеспечивают локальное управление гравитационным полем и энергетическую силовую тягу. Они позволяют гуманоиду автономно перемещаться над поверхностью планеты и без труда преодолевать сильно пересеченный рельеф. Устройство крепится на спине в виде рюкзака или жилета, монтируется на плечах скафандра на шлеме.
Однажды автомобиль с людьми преследовал быстро перемещающегося гуманоида. Причем гуманоид, как оказалось, совершенно не отталкивался от земли, а низко летел со скоростью автомобиля. На голове у него имелся шлем, подобно шлему летчиков, с двигательной надстройкой. Другой вариант передвижения предусматривает полет гуманоида в вертикальном положении, на платформе-пластине. При этом ноги как бы прилипают к летательному устройству. В этих устройствах применяется реактивная тяга и сила, пока еще недоступная нашей инженерной мысли. Существуют и другие, довольно экзотические способы высадки гуманоидов на Землю. Так, в 1996 году на территории поселка Сельмаш около ТЭЦ, северный район Бежецка, свидетелям наблюдались зависание космического корабля дисковидной формы и выход гуманоида по ступенькам, возникающим в воздухе удивительным образом. Материализация каждой ступеньки сопровождалась хрустальным звоном. Как только гуманоид встал обеими ногами на землю, временная лестница исчезла. Обратно он двигался так же. В 1995 году персонал и пациенты хирургического отделения областной больницы города Твери стали очевидцами контакта НЛО с больным мальчиком. Стена палаты была просвечена сверху необычным пронизывающим светом без теней. И в этом потоке энергии подросток-контактер неспешно поднялся по невидимой лестнице, пройдя прямо сквозь стену. Интересно отметить, что многие свидетели тех событий, а также сам контактер, вылечились от тяжелых болезней. В начале июля 1954 года некая пани Е.В. в окрестностях села Венгерска-Гурка наблюдала зависание серебристого дискоида в форме перевернутой тарелки и даже заходила внутрь по 4 ступенькам, висящим прямо в воздухе. Причем висящие в воздухе ступеньки не шатались, словно это была каменная лестница. Произошел контакт 3-4 рода с гуманоидом. По признанию уфологов, наиболее впечатляют лучи-лифты, применяемые пришельцами для выхода из летательных аппаратов. Известны многочисленные случаи, демонстрирующие нам удивительное умение пришельцев управлять состоянием энергоматерии света. Лучи не только освещают местность, но и служат силовыми манипуляторами, способными двигать и удерживать в воздухе любой предмет. Вот некоторые примеры. 1 сентября 1968 года с Мендоза, Аргентина, гуманоиды вошли в корабль-блюдце, двигаясь внутри снопа света. Лето 1989 года. Ростов-на-Дону. Из цилиндрического объекта, зависшего в воздухе, по конусообразному лучу спустились 2 женщины и 6 мужчин в серебристых костюмах. 29 августа 1963 года. Белу-Оризонте, Бразилия. Из большой прозрачной сферы на 2 ярких лучах света спустился на Землю крупный гуманоид 2-метрового роста, одетый в скафандр. В 1994-1995 годах в районе сельхозтехники города Бежецка неоднократно видели зависнувшие над землей серебристые дискоиды с 2 полусферами сверху и снизу. Из нижнего люка по желтоватому лучу лифту спускались гуманоиды-карлики в зеленых комбинезонах. Свидетели, учащиеся средней школы 6. То же самое наблюдали и на трассе Бежецк-Красный Холм вблизи Сулежского барка. 1989 год. Ростов-на-Дону. Контактер Н.В. Рзаева. Пришельцы использовали луч-лифт белого цвета с квадратным поперечным сечением. Корабль «Эллипсоид» остановился на высоте 30-40 метров, и гуманоиды не очень быстро, как в лифте, поднимались вверх. Известно, что для транспортировки гуманоидов и выходов на планету используется так называемый луч-лифт желтоватого или беловатого неяркого света, который из специального проема и дверного проема выпускается наружу. Лучи бывают прозрачными и матовыми, непрозрачными. В последнем варианте движение гуманоида по лучу происходит незаметно для глаз. Сторонний наблюдатель видит корабль с опущенным до земли столбом света,
из этого столба света внезапно появляются гуманоиды. Чаще же применяются прозрачные лучи, внутри которых хорошо прослеживается перемещение тел. Некоторым очевидцам даже доводилось побывать внутри подобных лучей и быть объектом перемещения. Как выяснилось, луч представляет собой прозрачный полый цилиндр, состоящий из силовой оболочки, гладкой на ощупь. Внутри нее происходит перемещение тела под влиянием восходящего или нисходящего потока энергии. Нужно отметить, что скорость транспортировки тела по лучу выбирается самими пришельцами. При замедленной скорости можно без труда проследить траекторию движения тела по каналу луча и даже положение тела. В случае мгновенного перемещения человеческое зрение фиксирует лишь внезапное появление и выход гуманоида из окончания луча, а при обратном движении создается зрительная иллюзия исчезновения гуманоида в световом столбе. Но это еще не левитация и не телепортация, поскольку задействуются технические средства. Настоящий эффект левитации и телепортации наблюдается у высокоэнергетичных гуманоидов, овладевших перемещением в пространстве усилием мысли. Корабли у таких цивилизаций занимают посадочное положение, не касаясь Земли, для уменьшения влияния на почву. Гуманоиды плавно левитируют, опускаются на грунт без применения каких-либо транспортных лучей и технических устройств, управляя своим положением в воздухе энергией мысли. Положение тела в воздухе принимается по желанию гуманоида. Расстояние воздушного путешествия ограничивается до 100 метров. Продолжительные полеты потребуют очень больших затрат энергии. Каким образом выполняется левитация, нам до конца еще не ясно. Телепортация пришельцев – еще более загадочный способ их перемещения из корабля на поверхность Земли и наоборот, и требует невероятных затрат биоэнергии. Отмечалось лишь внезапное появление гуманоидов вблизи висящего летательного аппарата, выполнение каких-то действий и такое же внезапное их исчезновение. После чего аппарат почти мгновенно трогался с места и улетал. Перемещение тел пришельцев происходило очень быстро, буквально за доли секунды. Отмечены единичные случаи, когда телепортацию гуманоида предваряла ослепительная вспышка тела. Тело ярко вспыхивало и исчезало. Для удобства высадки на поверхность планеты некоторые высокоразвитые цивилизации отключают гравитационное поле непосредственно под зависшим аппаратом, что представляет удобство для гуманоидов. Входной люк располагается у таких кораблей прямо на дне, у дискоидов на нижней поверхности корпуса. Отсутствуют какие-либо трапы или лесенки. Пилоты выплывают из люка корабля, как в невесомости, а покинув зону невесомости, продолжают движение ногами по земле. Левитирующие над поверхностью планеты пришельцы субплотного типа, которые состоят из разряженной материи, нередко в целях личной безопасности закутываются в оболочки шарообразной или овальной формы. По существу данные энергооболочки уже следует называть энергокапсулами-левитаторами. Внутри них разумные существа чувствуют себя более комфортно в непривычных средах. Магические цивилизации овладели совсем уж странным способом своего проявления на поверхности Земли. Гуманоиды могут разуплотнять свои тела до состояния плазмы, накаляя внутренние энергетические центры, то есть изначально плотное тело, теряя вес и очертания, начинает расширяться и постепенно превращается в светящийся и вращающийся сгусток плазмы, похожий на оранжевое или ярко-желтое облачко. Этот сгусток затем принимает вид НЛО шаровидной, линзовидной или эллипсовидной формы, отрывается от поверхности Земли и летит куда душе угодно с любой скоростью. Разновидностью описанного способа вылета с Земли является так называемое вознесение, доступное лишь посвященным адептам, высшим архатам, учителям Шамбалы, посланникам Бога и экстрасенсорным ВЦ магическо-духовного направления развития. По существу вознесение – это энергетический переход гуманоида в высшие измерения из нашего пространства с последующим возрастанием частот, энерговибраций, сопровождающийся сжиганием своих грубых энергооболочек, физического, эфирного, астрального тела и высвобождением наилегчайшего духовного, буддхического тела, которое всплывает вверх в верхние духовные сферы, как матрешка.
Сгоревшие в потоке энергии грубой оболочки затем рассеиваются природными процессами диффузии. Любопытный способ вознесения описан в книге А.П. Наумкина «Каллагия». Он назван переходом в виджел-пространство, нулевое пространство по космическим понятиям. Там исчезает субстанция материи в привычном виде и отсутствует понятие времени. Ощущение присутствия везде и нигде одновременно. Такой способ прихода на Землю или ухода с Земли доступен, по мнению А.П. Наумкина, далеко не каждому человеку. Переход в виджел-пространство осуществляется посредством поднятия энергии кундалини и раскрутки внешнего энергополя, формирующего вокруг человека светящийся тор биоэнергии. Но выход в нуль состояния таит опасность для легкомысленного адепта. Можно зависнуть в состоянии пустоты и как бы потерять ориентиры, заблудиться. Некоторые представители внеземных цивилизаций нередко спускаются на Землю в виде плазменных потоков, напоминающих светящиеся подвижные шнуры. Змеистые шнуры энергии могут растягиваться, изгибаться и затем концентрироваться в шары, сразу после остановки в пространстве. Здесь были рассмотрены только внешние стороны момента высадки пришельцев на нашу планету, намеренно не углубляясь в причины и детали данного многопланового явления. Автор Павел Хайлов. Честно говоря, ребята, прочитал я этот текст, и у меня сложилось непонятное ощущение того, что где-то все я уже слышал, а вернее видел. Этот автор Павел Хайлов, мне кажется, надергал вот эти способы различных появлений пришельцев из множества фантастических фильмов, которые снимались в Голливуде несколько десятков лет уже. Честно говоря, меня все это позабавило, а верить этому или нет – ваше уже решение. Мое мнение – это просто какой-то юмористический рассказ. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.